Что может быть лучше, чем вспоминать рандомные старые игры и говорить, насколько они были прекрасны и гениальны? Правильно, ничего. 2014 год. Почти самый обычный год для Роблокса. И 30 апреля этого года человек под ником Gamermafia 1 решил на основе другой, еще более старой карты сделать свою хоррор-игру, название которой вы скорее всего и так прекрасно знаете. Survive and Kill the Killer in Area 51. Невероятно олдовый плейс. Эх, помню, как раньше зайду поздним вечером поиграть, спокойно, не спеша, без суеты, с неким теплом на душе, как будто это было что-то особенное. Ой, ну ладно. Мой аккаунт создан только в 22 году. Кого я вообще пытаюсь обмануть? Но впрочем, это не помешает мне рассказать об этом прекрасном плейсе. В начале разработки игра выглядела максимально просто. Маленькая карта, не страшные монстры без анимации и парочка предметов. То есть плейс был похож на типичную поделку школьника, который впервые зашел в Roblox Studio. Но так было раньше, а что же с ним сейчас? 2 миллиарда визитов, 8 режимов, сколько здесь бейджей? Почему карта такая огромная? Сколько здесь разрабов? Какие нахрен скины? Да, как вы поняли, игра на месте не стояла. И за 12 лет контента сюда добавили много. Нет, до хрена. Но в принципе, суть осталась та же. Вы прыгаете в яму, ведущую в комплекс, и сломя голову бежите искать пушку, дабы вас не убили в первую минуту игры. А потом просто ходите и мочите всех направо и налево. И неужели это все? Вот здесь мы плавно переходим к причине, почему эта игра обрела популярность. Видите ли, как я уже сказал, карта здесь просто огромная, и на ней, понятное дело, есть много активностей. Огромное количество оружия, которое еще и можно улучшить, записки с лором, документы на монстров. Но самое интересное, это различные тайники и секретки. По базе такого добра раскидано немало, и все это довольно увлекательно искать и изучать. Но это еще не все. Тут также есть список заданий, которые не очень-то сложные, по типу «пойди туда, найди какую-то пушку, найди записку, найди тайный проход или открой тайную комнату». Но основная их цель — это показать игроку, что в этом плейсе есть что исследовать, и заставить его провести в нем побольше времени, дабы найти еще что-нибудь интересное. Но есть еще один нюанс. Если вы умрете, то вы потеряете все. А умереть здесь проще простого, потому что наш персонаж хрупкий буквально как фарфоровая ваза. Подошли близко к бабке — сдохли. Ударились об пропеллер — сдохли. Упали в лужу — сдохли. И это добавляет в игру немного азарта. Короче говоря, у плейса есть простая, но рабочая формула. Исследуй, собирай, выживай. И на этой формуле и строится весь основной геймплей. Окей, а чем тут можно заняться, когда ты уже вдоль и поперек обследовал карту? Ну, например, повысить сложность. На харде враги станут чуть-чуть посильнее, а вот на экстриме игра уже реально станет похожа на хоррор. Поцелуй мой писюн своими губами, покажи то, что есть чувство между нами. Ну а если вам и этого мало, то добро пожаловать в другие режимы. Начнем по порядку. Первые 3 режима, а именно Killer Mode, Juggernaut и Infection, это режимы с PvP, где вам дается возможность поиграть как за киллеров, так и против них. Killer Mode — стандартный дефматч команда на команду. Juggernaut — режим, где выжившие должны завалить одного перекачанного убийцу, а в Infection выжившие после смерти становятся убийцами, и их цель — это дожить до конца таймера. С этими режимами, думаю, все понятно. Единственное, хочу сказать, что баланс в них просто отвратительный. У выживших есть огромное, ну просто гигантское преимущество за счет всяких пулеметов, хилок и прочей донатной шняги. А у киллеров только одна жалкая способность на кнопку F, и то не у всех. Скажешь, фу, игра pay to win, донатная помойка. Ужас просто, что это за позорище. Но так ли сильно важен баланс здесь, учитывая то, что за победу тебе дают буквально ничего? В
Killer Mode даже нет картинки с надписью «Ты подебил». Так что не думаю, что к этому стоит относиться так серьезно. В следующей троице Boss Rush, Endless Survival и Area 51 Storm вы должны наоборот действовать в команде. В Boss Rush, как несложно догадаться, вы сражаетесь с боссами, которых тут аж 2. Ну ладно, у них еще есть более сильные версии. Endless Survival — это уже пародия на зомби-режим из Call of Duty, где вы должны отстреливать зомбаков, чинить баррикады, открывать больше зон и покупать новое оружие. И так, пока вы все не сдохнете. Ну а в следующем режиме вы, огромной толпой игроков во главе с лидером, должны взять зону 51 штурмом, играя за разные классы, что довольно весело. И последний, 8-й режим — это тренировка, где можно протестить пушки и пострелять по мишеням. А на этом, собственно, и все. Что ж, контента в дополнительных режимах хоть и гораздо меньше, чем в основном, оно и понятно, на то они и дополнительные. Но со своей главной задачей, а именно развлечь вас и дать вам новый опыт от плейса, они справляются. А большего-то от них и не нужно. Кстати, возможно, вы заметили, что иногда с монстров падают какие-то материалы. Для чего же они нужны? А нужны они для вещи, без которой не обходится ни одна современная игра. Скины. Крафтятся они из тех самых материалов, и на первый взгляд их тут много, но на деле представляют они собой самые обычные перекраски, и на каждом оружии они плюс-минус выглядят одинаково. Также, кроме крафтов, вы можете получить скины за выполнение простых заданий, типа пригласи друга, прочитай правила, ну и так далее. Ну и чуть не забыл про лимитированные скины, которые являются все теми же перекрасками, крафтящимися из все тех же материалов, только доступные в ограниченное время. Внезапная реклама моих соцсетей. Заходите на Twitch и в Telegram, там всякая дресня выходит. Короче, ссылка в описании. Ну ладно, продолжим. Про что бы еще вам рассказать-то? Я там вроде как что-то про лор говорил. Ну-ка. Сколько? Не-не-не-не-не-не, это давайте без меня. Я не собираюсь копаться во всем этом. Мне лень. Разбирайтесь тут как-нибудь сами. Я не буду про это рассказывать. Нет, не простите даже. Нет, ни за что. Нет, никогда. Нет, увольте, убейте. Нет, ни за что, я не буду. Ну, раз уж мне больше нечего сказать, тогда надо бы заканчивать. Эта игра гениальна в своей простоте. Казалось бы, простенькая графика, понятный геймплей, но всего лишь дав игрокам достаточно контента и почву для его изучения, мы получили легендарный плейс, о котором люди все еще помнят и в него играют. А возможно, для кого-то он до сих пор остается самым любимым. А ведь все началось с простого падения в яму, из которой нет выхода. Яма, из которой нет выхода. А ведь это на что-то похоже. Мы ведь по сути тоже находимся в одной большой яме, из которой не выбраться. Нам ведь тоже нужно исследовать и изучать весь огромный мир, дабы найти что-то интересное и узнать о нем чуть больше. Нам ведь тоже приходится собирать всевозможное оружие, дабы выжить. В нашем мире также решает донат. И в нашем мире также единственный выход — это смерть. А еще тут есть огнемет! Вообще, в Роблоксе полно старых плейсов, о которых до сих пор не забывают. Work at the Pizza Place, Natural Disaster, Prison Life и много какие еще. Все эти плейсы невероятно культовые, и это круто, что о них помнят. А ведь в некоторых из них даже обновления выходят.
Я вам настоятельно советую поиграть хотя бы в парочку из них, особенно учитывая то, что происходит с плейсами сейчас. Они внесли огромный вклад в историю Роблокса. Стоит лишь сказать спасибо разрабам, которым когда-то давно пришла идея сделать эти превосходные проекты. Survivant Killed и Killer Sinara 51 восклицательный знак.